европейская валюта вчера сумела восстановиться против доллара США, несмотря на небольшое снижение в ходе европейской сессии. Акцент был сделан, конечно, на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Говорил он о том, что необходимо менять денежно-кредитную политику, необходимо сокращать баланс, необходимо повышать процентные ставки, но все ожидали конкретики, и разговоры шли чуть ли не уже о 4 повышениях в этом году, но Пауэлл заявил, что необходимо от 2 до 6 месяцев, чтобы понять, как экономика справится с воздействием коронавируса омикрон, как это отразится на инфляции, и заявил, что будут придерживаться пока прежней позиции. Это завершение программы покупки облигаций, сокращение баланса и повышение процентных ставок весной этого года. На этом фоне давление спало, американский доллар просел против рисковых активов, выросли и фондовые рынки, и евро, и британский фунт, и весь акцент, конечно же, теперь переключился на сегодняшние данные, а речь пойдет уже о отчете по индексу потребительских цен в США за декабрь этого года. Видим, что ожидается рост на 0,4% в декабре, после 0,8% в ноябре, и годовая инфляция может составить 7%, даже превысить этот диапазон. Некоторые экономисты прогнозируют 7,1%. Если данные окажутся в рамках ожиданий, то никакого давления на европейскую валюту мы не увидим, и американский доллар не получит той поддержки, на которую сейчас рассчитывают довольно многие. Можно будет говорить о продолжении, о выходе пары евро-доллара с бокового канала и продолжении бычьего тренда по британскому фунту. Но перед этим в ходе европейской сессии посмотрим за изменением объема промышленного производства Франции и еврозоны, и уже во второй половине дня посмотрим, что нам скажет заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф. Вряд ли его речь как-то серьезно повлияет на британский фунт, но все-таки учитывать мнение представителей Банка Англии при прогнозировании нужно. Что касается теперь технической картины. Видим, что подобрались мы вплотную к уровню 13.85. Вчера было достаточно, кстати, много хороших уровней, как и на продажу, так и на покупку европейской валюты. Напомню, что все сделки я разбираю на сайте компании Instaforex в своих технических прогнозах. Ссылки на них будут в описании под видео. Кому интересно, переходите. Теперь акцент, я думаю, надо сделать на уровне 13.63. Защита и формирование здесь ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Ну и ключевой целью, как вы можете видеть, будет верхняя граница широкого бокового канала. Это уровень 13.85. Выход за пределы этого диапазона, тестово сверху вниз. Умеренная инфляция по США. Все это будет бычьим сценарием для роста европейской валюты в районе 14.15 с последующим выходом на 14.42, где рекомендую продавать сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если медведь у нас защищает уровень 13.85, формирует здесь сложный пробой, инфляция у нас выходит лучше прогнозов, сильнее прогнозов экономистов, то можно ожидать давления на европейскую валюту. Это будет сигналом на продажу при ложном пробое 13.85. Ну а задачей медведя, конечно же, будет возврат под контроль уровня 13.63, тестово снизу вверх, усилит давление на евро, и я думаю, мы скатимся на 13.39 и вполне возможно вернемся к 13.14. Откуда быки будут действовать более активно. Покупки на 13.39 рекомендую только при формировании ложного пробоя, ну а длинные позиции на отскок от уровня 13.14 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов будет вполне приемлемо. Что касается британского фунта, здесь у нас продолжается бычий рынок, ничего сверхъестественного не происходит. Позволили закупиться хорошо от уровня 35.70 вчера. И рост продолжился. Вначале мы в ходе европейской сессии обновили максимумы, сходили, пособирали стоп-приказы и вновь выросли. Сейчас быки нацелены на следующее сопротивление 36.64, на нем и развернется основная борьба. Конечно, было бы интереснее и приятнее покупать фунт при нисходящей коррекции на 36.13 и формирование ложного пробоя на этом уровне с отскоком средних скользящих, либо сразу на отскок от уровня 35.66. Но если мы пойдем сразу вверх на 36.64, будьте осторожны с длинными позициями, так как все-таки рынок покупать на максимумах не самая хорошая идея. Только закрепление выше этого диапазона, только слабые данные по инфляции в США
приведут к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на 37.10 и на 37.54. От этих двух уровней можно смотреть продажи при первом тесте на отскок с коррекцией 15-20 пунктов внутри дня. Если мы все-таки формируем ложный пробой на 36.64, сильные данные по инфляции США, то в таком случае продажи, ну и целью будет медведей возврат 36.13, закрепление ниже этого уровня с тестом снизу вверх усилит давление на фунт, образует сигнал на продажу и свалимся мы на 35.66 и 35.32. Два уровня, где можно покупать сразу на отскок в расчете на ту же коррекцию 20-25 пунктов внутри дня. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях под видео. Всем удачи!